Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Школа Таро Альвиен. И сегодня у нас будет мексиканское гадание Дона Педро, которому уже больше 100 лет. Это гадание, естественно, на любовь. Естественно, на любовь. И гадать я буду вот на этой вот замечательной колоде. У нас будет с вами 3 позиции. Вам нужно загадать человека, загадать любимого человека. Это очень важно, что это гадание не пространное какое-то на вашу личную жизнь, это на кого-то. Гадание именно на определенного человека, с которым у вас должна быть морковь-любовь. Да? Мексиканские страсти с кем у вас будут обязательно. И вот у нас 3 позиции, вы можете 3 разных человека загадать, что может у вас с 3 людьми могут быть какие-нибудь мексиканские страсти. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Мексиканские страсти, самые сильные страсти. Поэтому, ну, еще и бывают итальянские, бразильские, еще какие-нибудь, да. Но помните все мексиканские сериалы, которые мы смотрели? «Дикая роза». Я считаю, что это самые-самые такие суперские. И поэтому мы сегодня разберем ваши отношения с помощью старинного мексиканского гадания. Итак, я выкладываю первую карту. Первая карта – состояние ваших отношений на сегодняшний день. Это я делаю не по мексиканскому древнему способу, это я делаю по своему способу, чтобы вы могли выбрать позицию, чтобы именно выбрали, да? Вот. А потом уже мы с вами будем делать наше древнее гадание. Смотрите, первая позиция – красный гематит. Первый раз я вот увидела красный гематит и купила. Что надо, вот какой он странный. Вторая позиция у нас вот такой вот голубой камень. На агат похож. Вроде бы агат. И третий, вот видите, такой вот оникс интересный. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. И мы с вами начинаем с самой первой позиции. А остальные я убираю в сторону. Итак, наш гематит. И первая карта – состояние ваших отношений на сегодняшний день. По ней вы ориентируетесь, правильно ли вы выбрали позицию. Да? И это 6 мечей. Дамочка сидит, вдаль смотрит, вокруг как-то холодновато. Эти гуси полетели на юг. Она их провожает взглядом. Но вы знаете, на данный момент, скорее всего, переходное состояние отношений. Может быть, вы на расстоянии находитесь друг от друга. Может быть такое, что кто-то кого-то куда-то проводил. Ну, например, в дальний путь, да. И, соответственно, также такое небольшое состояние такой ностальгии, как бы задумчивости, плавности происходящего, одиночества, тьмы ночной, да. Ну, когда ничего как бы такого радостного-то в отношениях, наверное, пока не происходит. А скорее как какая-то, ну, апатия такая может быть. Или просто вот вы знаете, что что-то меняется, но пока еще это вот только в воздухе витает. Ну, и либо вот расстояние, что вы скучаете по этому человеку, а он по вам, да. То есть такое тоже здесь вполне реально. Хорошо. Состояние у вас такое вот, не сказать, что прям очень счастливое. В отношениях давайте смотрим первую карту. О чем любимый человек думает? То есть кого вы здесь загадали? О чем он думает? Значит, тройка жезлов. Тройка жезлов. Ну, рассмотрим
Значит, этот человек действительно призадумался о ваших отношениях, понимает, что либо что-то нужно менять, либо все пропадет. И, соответственно, ему бы хотелось на самом деле что-то улучшить в этих отношениях и дать им, некоторую надежду. Вот совсем без надежды этот человек не хотел бы оставлять эти отношения и на самом деле думает о том, чтобы поставить какие-то цели, перспективы задать курс этим отношениям, чтобы они все-таки там были между вами. Получается, этот человек внутри все время думает о вас. И ваш человек переживает о ваших отношениях, он в них все равно как-то заинтересован, даже если между вами есть расстояние. Вот мы видим, здесь девушка одна сидит, а здесь, значит, молодой, вернее, не очень молодой мужчина тоже сидит как бы один, понимаете, как будто вы как порознь где-то, да, но при этом человек, думает, да, он не хотел бы совсем оставлять мысли-то о вас. И ему бы хотелось, чтобы вы были как-то вместе, да, чтобы проводили время вместе, а не были по отдельности. И, значит, он строит планы, да, какие-то на будущее и на то, чтобы вы встречались чаще или были поближе друг к другу, чтобы ваши души, не, как говорится, не плакали друг о друге, да, а были соединены именно друг с другом, понимаете, именно соединены были друг с другом. Хорошо, значит, этот человек заинтересован. Тут по первой карте древнего гадания видно, что он заинтересован в ваших отношениях. Что у него на сердце? На сердце у него 5 кубков. Самое смешное, что в этой колоде как-то смешаны архетипы, и 5 кубков показывает повешенного. Видите? Смешно даже. И интересно, что кубки витают вместе с листьями вокруг повешенного. Причем повешенный совершенно точно изображен ровно как на карте повешенный. Ровно так же, как в 12-м аркане. Я считаю, это знак того, что на сердце у этого человека печаль. Он знает, что какие-то внешние обстоятельства давят на ваши отношения, что вам кто-то или что-то внешне препятствует, мешает. Может быть, мешает, допустим, расстояние, может быть, мешает работа каждого из вас, семьи, может быть, или люди какие-то. Или просто жизнь, долги, деньги, что угодно, дети. Понимаете, ряд каких-то обстоятельств жизненных, да, мешает вам быть вместе. При этом данный человек считает себя некой жертвой этой ситуации. То есть у меня руки связаны, я ограничен. И пора, он знает, что пора взглянуть на ситуацию как-то иначе, чтобы эта ситуация развернулась, да, и чтобы вы могли быть вместе. То есть он все равно заинтересован, однако на сердце у него печаль. То есть он себя чувствует именно каким-то ограниченным человеком. Что случится? Следующий вопрос этого древнего гадания мексиканского. Дон Педро смотрит на вас. Что случится? 10 кубков. Вы знаете, эта карта знаковая. По-настоящему знаковая. Случится счастье какое-то. Карта говорит всегда о том, что была гроза, была молния, был гром, были какие-то тяжелые жизненные трудности, значит, обстоятельства и всякие нехорошие вещи, препятствия для отношений. Но, наконец-то, на вашей улице будет праздник, расцветет радуга и придет счастье. Конечно же, что случится? Обстоятельства станут благоприятными. Случится какое-то большое счастье, что-то очень такое радостное, и, скорее всего, вы объединитесь с загадным человеком, вы будете вместе по счастливому случаю, и вы можете стать даже одной семьей. То есть здесь перспективы есть на то, чтобы устранить все проблемы отношений,
и быть счастливыми друг с другом. Никакие интриганты, там, никакие враги, ни сплетники, ни соперники, соперницы не помешают быть этой паре, потому что вот, наконец-то на улице скоро праздник, да, скоро праздник. И, соответственно, десятка кубков – это очень такая радужная карта. Говорит, что случится? Счастье случится. Так, хорошо. Чего любимый человек желает? Следующий вопрос Дона Педро. Что любимый человек желает? Видите, гадание какое интересное. Королева Пентаклей. Эта карта Таро показывает, что этот человек желает поставить вас на пьедестал, что он восхищается вами, что он хотел бы, чтобы вы, если вы женщина, да, были его женой, а если вы гадаете на женщину, чтобы она была вашей женой. Соответственно, он хотел бы, этот человек желал бы семью с вами по этой карте, желает семью, да. И, конечно, эта карта и финансовой стабильности, и хорошего дома, и хорошей семьи, заботы друг о друге, любви. И очень благодатная карта, светлая карта, да. Она всегда показывает свет, она всегда показывает, как заботится о нас вся Вселенная, Мать-Земля, да. И, соответственно, конечно, она всегда говорит о благоденствии, тыква, да, урожай, собирайте урожай. Вот он хочет собрать урожай. Он желает, чтобы в вашей жизни было процветание, изобилие и радость. Может, заработать для вас хочет любимый человек, чтобы вы ни в чем не нуждались. Так, чего он не ожидает? Чего он совершенно не ожидает? Следующий вопрос нашего гадания. Дон Педро смотрит, да, смотрит, как мы гадаем. Чего он не ожидает, ваш любимый? Так, тут у нас карта Таро семерка жезлов. Семерка жезлов говорит о том, что он не ожидает какого-то противостояния, обвинения в свою сторону, а со стороны других людей, каких-то врагов для ваших отношений. Он даже не ожидает, что будут такие нападки, вот, как бы такой силы, вот он силу нападок на ваши отношения не ожидает, этот человек. Он думает, все будет легче гораздо. А нет, будут проблемы именно в плане того, что в отношении есть какие-то недоброжелатели, враги. Они будут строить козни, они будут обвинять этого человека, они будут говорить ему гадости, они будут говорить, какой он нехороший человек, вот как-то он неправильно с ними поступил, со всеми этими людьми, которым он якобы должен, якобы обязан постоянно. А ведь мы родились, чтобы быть счастливыми, а не обязанными быть, да? Что у вашего человека в жизни? Следующий вопрос нашего гадания, да? Что у вашего человека в жизни, любимого? Дьявол у него в жизни. Действительно, его как будто бы и черной магией на него колдуют, да? И насылают ему какие-то проклятия. И у него действительно есть недоброжелатели в жизни, а еще его ставят в зависимое положение. То есть стараются сделать все для того, чтобы он был куда-то привязан, к кому-то, к чему-то, имел много долгов, обязательств каких-то, да, перед другими, перед его окружающими людьми. И, соответственно, окружающие являются для него некоторыми потребителями такими, да, или какие-нибудь бывшие, или еще кто-то, как потребители. И, соответственно, вот когда мы видим вот такое, да, дьявол, в его жизни дьявол, что со всех сторон обложили его, как будто им правит темная сила сейчас в жизни. Естественно, вам нужно его выручать, позаботиться об этом человеке. Вот. Дать ему светлой энергии, исцеляющей энергии. Ну, вообще перспективы здесь неплохие. Видно, что будете вы вместе, несмотря на врагов и там недоброжелателей, несмотря на темную энергию, которая собралась вокруг вас. И что у него на сердце тяжело, да, но вы будете вместе, потому что он в вас заинтересован, этот человек. Ну, вот такой ответ по первой позиции. Вот такое у нас получилось древнемексиканское гадание Дона Педро. А мы идем с вами дальше. Позиции номер 2. У нас тут синий агат. И первая карта значит состояние ваших отношений на сегодняшний день. Эта карта еще не из древнего гадания, это моя, чтобы вы определились, правильно ли вы выбрали позицию. Итак, состояние отношений на сегодняшний день — король пентаклей.
Король Пентаклей — это отношения, где правит мужчина, неважно кто гадает, мужчина или женщина, главное, что мужчина в этих отношениях главный, важный, занимает высокое положение в этих отношениях, лидерскую позицию, с ним считаются все участники процесса. Вот. И также наш король Пентаклей говорит о браке, о семье. Может быть, вы имеете перспективу с загадным человеком вступить в брак, жить долго с семьей, или вы уже с ним в браке, с этим человеком, у вас уже с ним семья, брак, там дети, может быть, там, да, квартира общая или еще что-то такое. Вот. И еще король Пентаклей говорит о том, что этот человек в вас очень заинтересован по-серьезному, да, что испытывает к вам чувства, это сразу же видно здесь. И карта выпала как текущее состояние отношений, что вот этот человек вас по-серьезному заинтересован, любит, да, вот именно это так обозначается. Какое текущее состояние отношений? Человек вас любит, вот так. Скорее всего, взаимно, да, взаимно. Это хорошо, если вы узнаете, если вы здесь узнаете нашего короля Пентаклей, давайте погадаем, значит, с помощью уже древнего мексиканского гадания Дона Педро. Итак, первая карта. О чем ваш любимый человек думает? О чем он думает сейчас? Значит, умеренность выпала. Умеренность, такая хорошая карта. Он думает об исцелении этих отношений, о том, что вы действительно многое прошли вместе и как бы ради этих отношений, может быть, многое терпели, страдали, оба причем. Но больше всего на вас думает, что вы страдали, что вы терпели, что вам пришлось несладко. И заботится, как-то так беспокоится, говорит, что нужно здесь, чтобы вот на отношения полилась живая вода, чтобы они улучшились, чтобы все было хорошо, чтобы все были довольны. Вот. И как будто даже молится за эти отношения ангелу-хранителю, да, или Богу, что все, чтобы было хорошо, чтобы вы были вместе, и даже по-серьезному, опять же, чтобы были вместе. То есть человек явно заинтересован, да, льет воду из одного кубка в другой, заинтересован. Хотел бы именно, чтобы живая вода полилась, чтобы оживились отношения, чтобы все это было в них хорошо. Ну, хорошая карта, вообще хорошая. Она всегда сообщает, что будут хорошие новости скоро от этого человека или какие-то хорошие слова. Что у него на сердце сейчас? Давайте посмотрим. По древнему гаданию второй вопрос, да? Дон Педро за вами наблюдает. Что у него на сердце? Значит, карта Таро императрица. Видите, какая карта хорошая, такая светлая, прям в позе лотоса, медитации сидит здесь императрица. У него на сердце покой, благоденствие. Человек верит и в высшие силы, и в Бога, и в нашу Вселенную. И главное, в вас. Он верит в вашу пару, он верит в ваши серьезные отношения. И у него на сердце вы у этого человека на сердце. Ваша любовь, любовь друг к другу. Он знает, что вы друг друга именно любите, чувствует это, вот нутром чувствует, что вы друг друга еще любите, и что все еще должно быть хорошо, обязательно должно быть хорошо. Вообще человек старается именно сохранять покой, может даже занялся познавать искусство медитации или йоги. Какой-то, вы знаете, такое чувство высокодуховный, развитый человек здесь загадан. Какой-то вот прям такой интересный человек, который стремится в жизни к чему-то. И стремится духовно расти, я вам скажу, этот человек. Такой вот развитый, умный, интересный, да. Хорошо. Следующий, значит, вопрос древнего гадания. Что случится? Значит, что случится скоро? Карта Таро, Паж мечей. Мы здесь видим, значит, девушка, да, направила на нашего лебедя или гусю свой арбалет. Вроде она должна неплохая быть, но начала угрожать, а он свои, видите, зубы, клюв оскалил тоже. Как-то поругались они, она ему только пока угрожает, она еще не выстрелила, ничего.
Значит, вы можете поругаться, но как не очень серьезно, да? Или как бы друг на друга пошипеть в скором времени. Вот. Но это не означает, что вы плохо будете друг к другу до конца относиться, а именно как будто стычка какая-то, противодействие, противоборство мнений может быть в ваших отношениях, что вы как, ну, подцапались, потом раз прошло. То есть вот так. И получается, что эта карта Таро, такая паш мечей, она говорит, да, некоторых как вот вмешательство сплетен, ваши отношения, склоки. Может, этой девочке про птицу кто-то наговорил, что птица агрессивная. На самом деле, может быть, это вовсе не так. То есть все не так, как кажется, и все не так, как выглядит. Может, да, действительно, кто-то что-то сплетничать, наговаривать, вмешиваться. Но я думаю, что вы разберетесь, кто прав, а кто виноват. Давайте перекроем эту карту. Посмотрим, а с чем дело-то кончится здесь? Тут у нас, видите, 5 жезлов. Ну, будет конфликт, будет. Но тут уже такое, видите, палками машут, да, уже. И костер горит, картошку, видно, печь собрались. Уже другое, да, уже такое более радостное. Поэтому я вам скажу, что перекроет все в итоге после конфликта радость, да? Какая-то радость, празднование, изобилие, урожая какого-то, может быть. Не переживайте. Тут ничего серьезного в этих картах, конечно, такого глобального нет. Будете потом, может, в какой-то компании собираться, просто там ритуально палками махать там вокруг костра, веселиться, радоваться. Чего любимый человек ожидает? Да, следующий вопрос нашего Дона Педро. Чего любимый человек ожидает? Ой, желает, извиняюсь, желает. Карта Таро, 9 пентаклей выпала. Он желает с вами общего дома, изобилия, чтобы вот был сад, дом хороший, урожай. Видите, космическое такое небо, счастье, да? И чтобы у вас было духовное понимание такое друг друга, чтобы вы были едины в духовном смысле, чтобы у вас было много общего. Но самое главное, общий дом, чтобы был. Этот человек хочет с вами жить. Здесь, видите, домик у нас на карте, да? Тут немножко отличается от Таро Райдера Уэйта. Смит. То есть, ну, понимаете, по-другому немножко, да, выглядит каждая карта. Видно, что иная она. И, соответственно, я понимаю, что добавляются значения. Вот. И здесь домик, да, дом, дорожка к дому, подсолнухи цветут, деревья, изобилие, да, счастье. И пентакли. Вот. Желает с вами общего дома. Чего он не ожидает? Чего он не ожидает? Следующий вопрос древнего гадания мексиканского. У нас тут карта Таро, 2 пентаклей. Он не ожидает того, что нужно будет делать какой-то выбор в скором времени, во-первых. Во-вторых, он не ожидает совершенно, что придет, ну, некоторая нестабильность, да, в жизнь, что будет вот это состояние выбора и качели туда-сюда, надо, не надо. То есть нужно будет что-то выбирать из чего-то. Может, ну там, не знаю, 2 варианта жилья. Ну, и нужно выбрать срочно, например. И также он может не ожидать, например, что там финансы, да, могут, ну, как-то немножечко быть качели в финансах. Не то, что сбой, нет, а именно, ну, какой-то выбор там, в плане зарабатывания финансов или там по работе выбор. То есть это тоже влияет на отношения, естественно. Но вот он не ожидает этой 2 пентаклей, что в скором времени события пойдут как-то вот по-другому, играючи, да, то есть жизнь будет с ним играть. И с вами обоими получается, что чуть-чуть нервишки пощекочет жизнь из-за этого выбора. Что у любимого в жизни? Так, маг. Он все может, этот человек, он очень развитый, умный. И на самом деле, какие бы ни были у него там проблемы любые, да, наваливаются на него там любые проблемы, он с ними справляется, щелкает как орешки, он способный человек. И, соответственно, у него в жизни маг, значит, он сейчас творит сам свою реальность своими мыслями, он уже так подсобрался в жизни. И, ну,
Я считаю, здесь есть большие перспективы ваших отношений. Несмотря на небольшие конфликты, карты все остальные хорошие. И значит, раз человек желает с вами дом, там, семью, богатство, оно все будет. А качели, ну, пройдете как-нибудь, качели эти, выбор, ничего страшного, выбор же можно сделать. Он маг, он умеет делать выбор в своей жизни. И я думаю, что сделает его очень даже легко определиться, и вы будете праздновать свой урожай. Так что все здесь хорошо. Ну, вот такая у нас вторая позиция. Понравилось ли вам гадание, мексиканское гадание Дона Педро, пишите обязательно. А мы идем, значит, третьей позиции наш Оникс. И первая карта – это состояние ваших отношений на сегодняшний день. Какой картой, каким арканом Таро они описываются. Это еще не из древнего нашего мексиканского гадания. Это еще пока только моя первая карта, да, от меня. Вы по ней выбираете, правильно ли позицию, да, выбрали, то есть смотрите, правильно ли выбрали позицию. Итак, семерка пентаклей. Заметили, автор колоды смешал арканы. На семерке пентаклей у нас явно нарисована звезда. А на карте пятерка кубков явно нарисован был повешенный, изображен, да? Но это интересно это. Ваши отношения полны надежд, я могу сделать вывод. Во-первых. Во-вторых, долго вкладывали усилия, и сейчас пожинаете плоды. Урожай какой-то собирать будете этих отношений в очень скором времени или уже собираете. Это серьезные отношения, довольно интересные для обоих партнеров, но в них может появляться и рутина, и бытовая ситуация. Однако люди любят друг друга и надеются друг на друга, рассчитывают, да? Все-таки здесь есть мечта общая и гармония в жизни. Может достигаться гармония. Но да, были, конечно, тяжелые моменты, люди устали от чего-то там, да, от каких-то, может быть, испытаний, проблем. Но и надежда на лучшее всегда есть. Она присутствует каждую минуту. Хорошо, давайте начнем наше древнее гадание Дона Педро, мексиканское. О чем любимый человек думает сейчас? Давайте посмотрим. Девятка мечей. Он очень о чем-то переживает, печалится, обвиняет себя в чем-то, мучается душой. Сердце его кровью обливается, как говорят, да? Плачет, сердце плачет у этого человека. Что-то его расстроило. То ли ваши отношения, да, может, вы поругались, но они хорошие отношения, с надеждой, но могли люди поругаться. И может он просто себя за что-то обвиняет, мол, корит. Или, знаете, еще, может, какие-то жизненные обстоятельства навалились, и человек очень переживает, печалится, может, он приболел. Такое тоже вполне реально. Но вот что-то его тревожит явно, что-то он переживает, мучается душевно, мучается. Что у него на сердце? Что на сердце у этого человека? А тут, значит, у нас карта Таро восьмерка мечей. Ну, тут такая восьмерка мечей, она совсем другая. Тут вот в лебедей или в перелетных птиц, там кто у нас, утки, гуси, летят, гуси, да, гуси, не утки, летят как мечи. Смотрите, как бы в них как стреляют, да, стреляют. То есть у него на сердце как будто на него нападают, кто-то обвиняет его в чем, как корит за что-то. Может, есть недоброжелатели у этого человека, да? Или люди, вот, которые там на него просто постоянно поклеп ведут какой-то. Смотрите, карты здесь, мне кажется, в картинке какие-то, да, соединяются. Ну вот интересно так вот. Я вижу, что соединяются в картинке. Вот, поэтому, да, вот этот человек на сердце имеет печаль, переживания какие-то, да, вот мучения у него, как что кто-то, значит, на него как идет с палкой, с обвинением, да, или с мечом приходит к нему. И ругает, обвиняет в чем-то. И, конечно, ему это неприятно. Может, вы его отругали, а может быть, кто-то другой, кто вмешивается со злом в ваши отношения, гадит, да? Следующий вопрос нашего древнего гадания.
Что случится? Что случится? Дон Педро наблюдает за вами, а мы смотрим. Тут у нас карта Таро, 4 жезлов. Смотрите, какая хорошая карта. Она показывается, как идет волшебство какое-то, да, что случится? Волшебство случится, будет все хорошо, это очень положительный аркан, будет радость, будет хорошее известие, общий дом, праздник, может быть, какой-то, вот что-то такое светлое идет. Или от этого человека вы получите хорошие новости в скором времени, что наконец-то камень с души у него упал, и он чему-то радуется, да, получил, может быть, там по работе хорошие новости, или от него отстали недоброжелатели. То есть карта явно говорит, что отношения скоро улучшатся. Что скоро случится? Что-то скоро улучшится между вами. Пройдет эта буря, невзгод и печали, и все будет хорошо. Чего любимый человек желает? Давайте посмотрим. Чего любимый человек желает? Тут у нас карта Таро Шут. Он желает свободы, он желает освобождения от своих тяжестей, проблем в жизни, трудностей, там, не знаю, кредитов, тяжелой работы, может быть. Он желает приключения, новое путешествие совместное вместе с вами, дорога, да, чтобы была общая дорога на отдых куда-нибудь или просто вот посмотреть другие страны, города. И вот хотелось бы ему освободиться от той тяжести, что его грузят вот, да, в жизни, от проблем освободиться, от самообвинения освободиться, стать вообще вот легким таким, как внутренний ребенок у нас, у каждого. Маленький ребенок, он же легкий такой на подъем, да, вот ему бы хотелось снова в детство, ему хотелось бы легкости вот этой жизненной, что не обвинять себя там за что-то или что, а просто быть счастливым человеком ему бы хотелось. Чего он не ожидает? Давайте посмотрим, да? Следующий вопрос нашего древнего гадания мексиканского. Чего он не ожидает? Тут у нас карта Таро Рыцарь Кубков. Он не ожидает, что в скором времени будет что-то улучшиться в жизни, да, всплеск какой-то радости и счастья. Хорошие новости действительно придут гораздо быстрее, чем он думает, он их не ожидает. Будет какой-то подарок судьбы. И, может быть, от этого подарка судьбы и он вам или признание какое-то скажет этот человек, или тоже что-то подарит. То есть рыцарь кубков, он такая карта сердечная, душевная, он не ожидает, что жизнь с ним поступит гораздо лучше, да. Он думал, плохо все будет, вот все пессимистично как-то смотрел, а все будет хорошо, и вот он этого даже не ожидает, как будет хорошо, да. Что идет в его жизни освобождение, радость, и может даже поездка какая-то, правда, идет. Вот, может, скорее, чем он думал, например. И да, вот он как будто и вам что-то как дарит, да. Что у любимого в жизни? Давайте посмотрим. Дон Педро посмотрит на вас. Что у любимого в жизни? 6 кубков здесь. 6 кубков. Но карта-то хорошая, да. Она показывает, что, да, прошлое влияет на этого человека. Да, он часто сентиментально вспоминает что-то. Ну, какие-то у него действительно бывают сердечные переживания. Может, он о вас переживает. Но при этом и все неплохо. Он это все занижает. Он как бы себя видит хуже. Он видит свою реальность хуже. На самом деле у него не все так плохо, как ему кажется, понимаете? И в жизни у него беспокойство о ком-то, забота о близких, может, о детях или еще о ком-то, что нужно проявлять заботу, может, о престарелых родителях, да? Может, о вас. И также у него в жизни воспоминания. Прошлое давит на него тем, что да, там были какие-то происшествия, и он не может этого забыть, не может пустить до конца прошлое. Но это не значит, что у него нет будущего. Есть, конечно, и настоящее, и будущее у этого человека есть, и он может идти, он может стать свободным, он может идти в свое жизненное приключение. Просто нужно стать более легким, и все. И посоветуйте ему это, стать более легким на подъем. Вот, и мчаться в это приключение, как только появится возможность. Ну, вот такой ответ дали карты по 3-й позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал.
Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, смотрите как можно дольше, поддерживайте канал донатами, как обычно. Те, кто еще не подписался, а 30% смотрящих мой канал не подписались, подпишитесь, пожалуйста, это не очень сложно. И если вы смотрите видео долго, кликаете по рекламе, конечно, это неоценимая помощь каналу. Поэтому обязательно поддержите, мы все нуждаемся в этой поддержке. И благодарю от всей души тех, кто скидывает донаты, поддерживает канал. Это неоценимая помощь, это очень важно. Всем пока и до новых встреч!